Так, вот, значит, вход в дом. Смотрите. Здесь можно ставить велосипед. Здесь проходить не очень удобно. То есть узкий проход. Ну, короче, не вариант. И вот сам вход. Обзор второго этажа. Квартира начала наконец продуваться. Эту стену теоретически можно убрать. В данном случае я чуть-чуть ее задвину. Также у нас имеются здесь антресоли, такие шкафы, довольно глубокие, их тоже можно будет грамотно использовать. Что сразу заметил, это подтеки. Конечно, подтеки есть, дом не в идеальном состоянии, но и не в критичном, это очень важно. Высота потолков примерно 240 сантиметров, очень неплохо. Вид с балкона. Преимущество этого дома, что он угловой и он не зажат как сэндвич между другими домами, несмотря на то, что такая плотная застройка. А застройка плотность вот такая, смотрите. Можно к соседям перешагнуть, как в фильмах про ниндзя. Такой вот вид из окна, можно сказать. Он есть. То есть я открыл окна и довольно стало светло. Достаточно. Дом такой стоит порядка 70 тысяч долларов. В него нужно вложить примерно 30 тысяч долларов, получить лицензию на посуточную аренду и сдавать на платформе Airbnb. Окупаемость такого объекта может примерно варьироваться от 3 до 6 лет, смотря как подойти к проекту. Можно окупить и быстрее. Вот еще раз пройдусь, покажу вам, как это выглядит. Довольно уютный домик, без каких-то подозрений. Все предельно ясно и понятно. Я вот спускаюсь на первый этаж, хочу показать вам еще раз кухню. 1963 год, это, конечно, уникально. Умывальник прямо здесь находится. Здесь нужно поработать над проектировкой. Уборная комната. Теоретически вот эту стенку можно убрать и расширить жилую площадь. Но опять же нужно отнестись правильно к проектировке, чтобы было место, где по утрам чистить зубы, а вечером умываться. Также почему-то я здесь не увидел душевой кабинки, что очень настораживает. Где же японцы в таком доме купаются? Этот дом с небольшим сюрпризом для инвесторов. В этом доме нет ванной комнаты и нет душевой комнаты. Не удивляйтесь, потому что в Японии тех времен, особенно в Киото, таких домов было очень много, и они до сих пор существуют. Люди в те времена купались в сенто. Сенто — это маленькие такие спа, куда вы всегда могли выйти и искупаться, а в домах не было. Это считалось большой роскошью. В принципе, и в этом районе есть очень много сенто, где можно принять душ, но для людей, которые гостят в столице, это, конечно, будет непривычно. И, естественно, здесь будет нужно построить душевую кабинку. Конечно же, мы обратимся за помощью к команде профессионалов, которая займется перепланировкой, также анализом на аварийность этого дома, так как есть небольшие подтеки на крыше, есть такие разные элементы, но критичного ничего не было замечено, то есть неприятных запахов сырости, плесени, термитов тоже не наблюдается. Но опять же, мы его еще грамотно осмотрим, чтобы максимально дать вердикт, стоит ли в этот дом вкладывать деньги,
с целью инвестирования и посуточной аренды. Теоретическая возможность перепланировки. Здесь место для стиральной машины. Вероятнее всего, стиральная машина гостям как раз не понадобится. Соответственно, это место можно убрать, либо подумать о душевой комнате именно в этом месте. Далее, стена, которую вы видите перед собой, тоже убирается для того, чтобы расширить жилое пространство. Это очень важно, чтобы люди ощущали просторы. Здесь уборная, но можно совместить уборную и душевую в этом квадрате. Тоже как вариант. То есть кухня и рядом будет душевая с уборной. Плохо слышится, но для этого нужно будет поработать с эргономикой и, возможно, кухню установить в другом месте. Итак, что мы будем иметь? Мы будем иметь довольно широкий первый этаж, где можно расположить минимум 2 двухспальные кровати, либо какой-то раскладной диван. Очень интересный факт в этом доме, что у нас есть место под лестницей. Сейчас я вам подсвечу. Вот место под лестницей в этой части. И, соответственно, вот эта часть тоже все убирается и будет просто скос. Так как место здесь тоже все пустое. Здесь могут храниться чемоданы гостей. И, в принципе, будет эргономика более грамотная. Далее поднимаемся на второй этаж. Лестницы не скрипят уже хорошо. Их мы трогать не будем. Возможное поднятие потолка, потому что здесь потолок 1,80 м. Здесь его нужно будет поднять, так как любой европеец будет стукаться головой, либо фотографировать селфи, что он в японском доме. Как это выглядит со стороны. Здесь есть антресоли, и получается антресоли можно будет поднять и повысить уровень потолка благодаря этому. Далее здесь убирается полностью стенка. И вот эта часть тоже полностью убирается, потому что здесь шкаф. Такое количество шкафов для гостевого дома, оно в принципе не нужно. Достаточно несколько полок. Соответственно, здесь главное, чтобы было больше пространства. А его здесь много. То есть вглубь этот шкаф минимум 90 сантиметров. Итого мы будем иметь очень широкий второй этаж. Визуализацию я вам скоро покажу. И работа такая займет примерно, на мой взгляд, месяц, чтобы максимально в порядок привести этот день со всеми дизайнерскими работами, со всеми оценками, со всеми устранениями недостатков либо издержками 63-го года, потому что, видите, есть и подтеки, и на первом этаже чуть наблюдалось. Но это нормальное явление для дома такого года, тем более в котором уже довольно давно никто не живет. Но опять же, аварийности здесь не присутствует, дом не скрипит, в доме нету запаха плесени, нету запахов сырости. Соответственно, дом можно брать, но это опять же первая оценка. Скоро сюда зайдут команда из профессионалов, которые более детально и тщательно осмотрят данный объект. С вами были мы, команда Eco Real Estate Japan. Обращайтесь, мы найдем дом вашей мечты в любом его проявлении. Что из себя представляет этот район? Рядом с этим районом, точнее с этим домом, находится станция. Минут 7 ходьбы. Станция называется Аото. Аото Station. Можете в Google зайти, посмотреть. Также я в описании оставлю, конечно же, локацию. И выглядит это все примерно так. Ребята, стирка находится прямо около дома. Вот дом, проход в него, и вот стирка, сушка, все дела. Ну так, если что. То есть здесь можно проехать на машине, гости могут заказать такси и доехать практически прямо до дома. Обыкновенный японский спальный район. Район называется Кацушикаку. Вот такой бывает Токио. Как говорится, город контрастов. Тайский массаж Нана. 5000 йен в час. Это о досуге. Разные закусочные. Станция вот там. Вот совсем близко, метров 300 еще. То есть до станции реально до 5 минут ходьбы. По приятной улочке.
всякие тут и ресторанчики есть. Сейчас я вам покажу. Район живой, станция вообще бомбическая. Очень мне понравилось. Так вот, какой-то магазин сувениров. Жизнь кипит. Токио. Так, что здесь еще есть интересное показать? Вот цветочный магазин. Китайский ресторан виднеется. Очень все удобно здесь и близко. Какая-то здесь. Что это такое, еще не разобрался. Вот ресторанчик. Вот так вот можно перекусить, взять всяких вкусностей и пойти домой. Либо на станцию уехать. Естественно, на станции есть все блага. Еда, рестораны, табачок он продается. Разные кафешки, целая улица. То есть локация, ребята, вообще просто огонь. Парикмахерская даже есть. Всего в 5 минутах ходьбы от дома находится станция Аото. Именно так она выглядит. Здесь по прямой ветке можно доехать от аэропорта Нарита за 47 минут. Аэропорт Нарита — это один из главных аэропортов города Токио. Также с этой ветки можно доехать до Токио Скай 3 и исторического района Асакуса, древнего города Эдо, Токио. Станция действующая, хорошая. Поэтому локация данной недвижимости прекрасна для наших целей. Ну а с вами были мы, команда Eco Real Estate Japan. Обращайтесь, и мы обязательно найдем дом вашей мечты в любом его проявлении.